Боже, я вышла на Дерибасовскую, как включилась Шановні тревога. громадяни, в місті Одеса оголошено повітряну тривогу. Ой, що Негайно вам прийдіть до сказати? укриття. Повідомте про це. Надо смотреть, что летит. На Дерибасовской тревога такая, что точно услышишь, можно не переживать. Уже как задумалась, сегодня уже середина июня, так еще немножко середина лета, а потом хоп, и лето пролетело. Всем привет из Одессы. Одесса – это город, который очень часто подвергается обстрелам. И несмотря ни на все, люди все равно продолжают к нам ехать. Я прочитала в новостях информацию о том, что в этом году снова планируется хороший туристический сезон, потому что много отелей забронировано уже, особенно начиная с июля месяца, на 76%. Первые 2 года войны в Одессу мало ехали люди, но потом как-то все приспособились, и в прошлом году, и в позапрошлом году уже начало приезжать все больше и больше отдыхающих. И причем не только люди из Украины едут, но даже люди рискуют и едут из других стран. Пару дней назад я была в центре города, была тревога, и я зашла в одно из укрытий. Ну и там по разговорам поняла, что много людей, которые не местные, которые приехали отдохнуть. І одна така дуже приємна жіночка мені каже: і це що ви тут так кожного дня живете? Отак. Я кажу, ну не кожного, ну часто буває. А як ви це все витримуєте? Я кажу, ну так, а що нам ще, як нам жити? Так і витримую. Вона каже, ой, у нас тихо, у нас рідко таке буває. Не знаю, чи витримаю до кінця відпочинку, чи ні. В общем, каждый, знаете, кто-то попадает в Одессу на 3 дня, и у нас сравнительно тихо, люди нормально отдыхают, а кто-то попадает, знаете, вот такие самые жесткие ночи. Поэтому, когда у меня спрашивают: Виктория, можно ли сейчас приезжать в Одессу на отдых, я никогда не могу ответить на этот вопрос, потому что вы сами должны действовать под свою ответственность, потому что никто не знает, что может случиться в любую минуту. Так, ну экскурсии по нашим маршрутам ездят. О, класс! Мальчик в кепке морской нашей. Во всех сувенирных магазинах можно купить, если что. А вот дом, который является, знаете, одной из визитных карточек Одессы. Часто его можно раньше было увидеть, его изображение на открытках, на каких-то сувенирах. У нас в народе его говорят дом с 2 атлантами. Но на самом деле это дом богачей, которые в нем жили где-то около 130 лет назад, дом семьи Фальцфейнов. И знаете, это именно те Фальцфейны, которые основали для многих известный заповедник у нас в Украине, который называется Аскания Нова. Именно эта семья его когда-то создала. И думают, что эти 2 атланта держат мяч. Но нет, они держат земной шар, просто украшенный звездами. Вот такая вот была изначально задумка. Сейчас я вам покажу, как выглядит жажда к жизни. Посмотрите, крыша дома. Внимательно смотрите. И здесь выросло дерево. Просто, боже, здесь нет никакой почвы, никакой практически земли. Как оно так проросло, неизвестно. Ой, прям хотелось бы его пересадить в землю. Понятно, что большим оно там не вырастет. Но просто удивительно. Смотрите, как быстро плывут облака. У нас завтра обещают дождь. Видите, гуляем с вами точно по туристическим маршрутам. В Одессе можно увидеть все Тесла с номерами Беня Крик. Это, конечно, очень круто. Дальше я расскажу вам, кто такой Беня Крик. Одесситы, конечно же, знают, но это очень круто. И хочу вам сказать, что в последнее время в Одессе стали популярны очень именные номера, и можно увидеть реально все, что только хочешь по городу вместо номерных знаков. Беня Крик — это вообще герой одесских рассказов, налетчик и криминальный авторитет, выдуманный персонаж, но связан с Одессой. И вот прошли годы, и теперь видите его, память о нем оживили в виде номерных знаков. Это, кстати, ресторанчик Гоголь-Моголь. И видите, сколько на террасе сегодня людей. Любят это место посещать люди.
Тут можем немножко заглянуть. Все сидят на улице, потому что обстановочка здесь, знаете, более такая зимняя. Я, кстати, никогда не была в этом ресторанчике. И посмотрите, в каком стиле здесь все сделано. Играет музыка приятная. Красота, видите? Гоголь-моголь. А есть вот, знаете, такая вот верандочка. Тоже очень уютная. Но сейчас лето, и всем, конечно, хочется сидеть на улице. Воздух классный, погода замечательная. Чего там идти внутрь? Старинные зеркала. С детства их не люблю. У меня когда-то подружка на Нежинской жила, мы еще маленькие были. Я когда к ней поднималась, у нее такой был старый дом, такие мраморные ступеньки. И вот на втором этаже стояло огромное зеркало черного цвета, знаете, такой не черного цвета, а темного, такое дубовое. И мы все проходили вот так с закрытыми глазами, чтобы только не смотреть в то зеркало, потому что были уверены, что там привидение. И вот ты уже взрослый, но все равно вот эти детские воспоминания, они вот остались у тебя в памяти. Во многих одесских домах, кстати, старых домах, можно увидеть такое приветствие. К сожалению, дворик, видите, закрыт. Сальве, это с латыни «привет», или «я приветствую тебя». Я часто говорю, что в Одессе нужно гулять с высоко поднятой головой. У нас действительно очень красивая архитектура. И вот так прогуливаясь, мы уже, одесситы, ко многому привыкли, да, но люди, которые приезжают, идут, и вот это все с поднятой головой, вау, 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 так красиво. Этот дом, по-моему, в 2000-х реставрировали, это доходный дом. Очень-очень красивый, но он уже снова нуждается в реставрации, потому что под балконами опасненько так ходить. Может что-то и на голову свалиться. Ну, смотрите, какая красота. Просто вау. Ой, немного распогодилось в Одессе. Переменная облачность, то холодно, то жарко. Непонятно ничего с погодой. Но, вы знаете, обещают еще завтра облачно, послезавтра облачно. А дальше к нам идет потепление. И даже не потепление, а настоящая жара. Обещают 30-35 градусов. Поэтому я думаю, что пляжи в Одессе будут переполнены людьми. Я знаю, у нас много зрителей есть из Киева и из Днепра. У меня для вас хорошая новость, если вы еще не знаете. Открывается новый маршрут, кстати, для Днепра новый маршрут. Это скоростной поезд Интерсити Одесса-Днепр. И открывается еще сейчас маршрут быстрый поезд Интерсити. Выхлопы в машинах, и еще и во время войны. Люди, зачем вы это делаете и пугаете других? И открывается новый маршрут сейчас Киев-Одесса, Интерсити. Так что быстренько вы можете к нам приехать. Я посмотрела билеты на эти поезда. Второй класс от 500 гривен, а первый, по-моему, до где-то 1500 гривен. Вот примерно. Но это все, конечно, нужно уточнять. И хочу вам сказать, люди уже готовятся к отпуску, потому что уже не раз слышала информацию, даже нам писали в комментариях о том, что на поезда раскуплены билеты, к примеру, Харьков-Одесса, что очень сложно найти свободный билет. И так люди со всей Украины стараются приехать хотя бы на несколько дней позагорать. Я знаю, что у нас есть зритель, который вырос в этом доме, но не знаю, вы еще смотрите наши видео или нет, потому что я давно не видела ваших комментариев. Обожаю заходить в такие, знаете, одесские дворы в центре города. Они отличаются, конечно же, от дворов на Молдаванке, потому что центр города — это в основном было место для более богатых людей, ну и строили здесь по-другому, но и в разное время. И чем примечательный этот дворик, тем, что здесь, посмотрите, есть еще до сих пор колодец. Он, конечно, закрыт, уже эти все одесские колодцы закрыты. И здесь можно пройти немножко внутрь. Не знаю, куда он там ведет. Девушка уверенно так пошла, но мы пойдем за ней. Почтовые ящики. Ну, письма сейчас, наверное, редко кому-то приходят. О, здесь уже немножко другой двор. И вот куст розы посреди двора.
здесь немножко другой двор. Видно, что со временами все перестраивалось по-другому. Ну и самая главная достопримечательность двора, как вы знаете, конечно же, красивый одесский кот. Кс-кс. Плющ, конечно, очень вредит зданиям, но согласитесь, знаете, как в сказке. Красиво очень выглядит. Сейчас вам покажу хорошее место в Одессе. Загорелся красный, надо подождать. Я когда еще была студенткой, очень часто в эту кафешку с подружкой приезжала. Сейчас вам ее порекомендую. Если будете в Одессе, можете посетить такое место, если вам нравится такой стиль. Знаете, попадем немножко с вами в старую такую Францию. Здесь, знаете, кофейня, музей. Очень много всего интересного можно порассматривать. И сейчас покажу вам, какие здесь пироженки есть. Кофейня Жито находится в самом центре Одессы. И это место с оригинальным интерьером, пропитанным вкусом жизни и романтикой. В интерьере в изобилии представлены винтажные куклы, замысловатые сувениры, уютные элементы декора и раритетный антиквариат. Здесь можно выпить вкусный ароматный кофе и заказать к нему десерт. Как вы видите, в Одессе очень много интересных мест для посещения. Остается только приехать и увидеть своими глазами. А если нет, то всегда можно это посмотреть в наших видео. Всем хорошего дня, хорошего настроения и до встречи в следующем видео из города Одесса.